Где же еще твой персонаж может схлопотать мечом по хребту и после подхилиться настойка полыни? Конечно же, в играх в средневековом сеттинге и миром, наполненным магией. Это уже вторая часть по теме, и ты, дружок, обязательно напиши, какая игра бы сюда подошла, по твоему мнению. Всем здрасте, с вами Настя, приятного просмотра. Стоуншард. Стань солдатом удачи, наемником, который колесит по разоренному войной Мальдору, берется за любые контракты и пытается выжить в мире, где можно антиоживиться в любой момент. Тут важно подумать, прежде чем двигать дальше. Нужно готовиться к каждой вылазке, оценивать риски и не лезть на рожон. Основу составляют пошаговые сражения, исследование открытого мира и развитие персонажа без жестких классовых ограничений. Можно комбинировать сотни способностей и предметов экипировки, осваивать ближний бой и дальний бой, магию или парное оружие. Между походами ты развиваешь свой караван, нанимаешь последователей, торгуешь, выполняешь контракты и ищешь новые способы заработать. Отдельно можно упомянуть систему здоровья. Раны приходится прижигать, обезболивать, лечить переломы, если имеются, а кукуха героя может довести до паники или паранойи. В текущей версии игры уже доступно более 200 способностей, свыше 400 предметов экипировки и более 220 разновидностей врагов, а среднее прохождение занимает около 20-30 часов. Если захочется рискнуть, есть Iron Man режим, где персонаж погибнет окончательно и бесповоротно. Интересный факт. Разработчики хотели добиться ощущения, что каждое подземелье собрано вручную, хотя на самом деле большинство помещений создаются процедурно. Также каждая часть тела персонажа рассчитывается отдельно. Можно сломать руку, повредить грудную клетку, получить болезненную травму, которая влияет на точность, скорость и расход стамины. Game of Thrones. King's Road. Ты играешь за незаконнорожденного наследника небольшого северного дома Тир. После гибели братьев и на фоне того, что зима близко, тебе приходится взяться за восстановление былого положения семьи, искать союзников и разбираться в сложной борьбе между знатными домами Вестероса. Путешествуя по открытому миру, ты посещаешь крупные города, небольшие поселения, дикие земли и знакомые места вроде Королевской гавани и Черного замка у стены. Параллельно герой помогает ночному дозору готовиться к столкновению с белыми ходоками и их армией мертвых. А собственная движуха определит место героя в политической игре. Боевая система глубоко продуманная. Нужно уклоняться, парировать удары, изучать поведение врагов, связывать атаки и применять навыки выбранного класса. Ты можешь быть рыцарем, наемником или ассасином. Причем у каждого класса свои сильные стороны и особенности боя. Также есть совместный контент, где можно вместе с другими игроками сражаться с опасными существами и залутаться мощным снаряжением. Интересный факт. Сюжет игры рассказывает новую историю внутри мира Игры престолов и не связан с сериалом. Но действие как бы разворачивается между событиями 4-го сезона сериала. Здесь максимально точно воссоздан Вестерос, чтобы следовать канону. При создании мира команда тесно работала с материалами HBO, чтобы замки, костюмы и окружение соответствовали сериалу. Mortal Online 2. Попади в огромный бесшовный мир Нави, где практически все создается и контролируется самими игроками. Здесь нет разделения на серверы. Поэтому все участники существуют в одном мире, строят дома, захватывают территории, развивают экономику и влияют на историю своими действиями. А ты можешь развивать персонажа, который не имеет классовых ограничений. Развивай любые навыки, сочетай между собой различные виды оружия, магию, ремесла и постепенно меняй специализацию без создания нового героя. Помимо боевой системы с видом от первого лица, ты сможешь выбрать профессию. Занимайся кузнечным делом, алхимией, рыбалкой, приручением животных, строительством домов или торговлей между городами. Главной фишкой игры является система полного лута. После смерти практически все снаряжение и собранные ресурсы остаются на месте гибели и могут достаться другому игроку. Из-за этого каждое путешествие, экспедиция или ПВП имеет риски, а вкус победы в сражении только усиливается. Мир при этом не располагает возможностью быстрого перемещения, поэтому к любому движу нужно подготовиться. Интересный факт. Игра – настоящая MMORPG без безопасных зон. Игроки сами формируют экономику, политику, войны и даже систему правосудия, а разработчики стараются вмешиваться в мир по минимуму. Также они регулярно проводят стримы Into the World, где показывают новые механики еще до выхода патчей, обсуждают предложения игроков и даже проводят голосование за будущее направление развития игры. The Queenfall.
Масштабное ММО-РПГ, действие которой разворачивается в огромном средневековом мире с несколькими климатическими регионами, сменой времен года, погодой и полноценным циклом дня и ночи. Тебе предстоит исследовать открытый мир, выполнять сюжетные задания, развивать персонажа и участвовать как в PvE-приключениях, так и в массовых PvP-сражениях. Помимо боевой системы без захвата цели, Non-Target Combat, здесь представлены десятки профессий, система крафта, торговля между игроками, караваны, строительство собственного дома, развитие острова гильдии, коллекционирование питомцев и маунтов. Еще в игре одновременно существуют десятки мирных занятий. Фермерство, животноводство, рыбалка, мореплавание, ремесла и так далее. Ты можешь полностью отказаться от ПВП и все равно найти чем заняться. Отдельное внимание уделено масштабным событиям, осадам замков, морским сражениям, исследованию островов и развитию персонажа через различные типы оружия и специализации. Сюжет же рассказывает о борьбе за судьбу всего мира, где твои решения постепенно влияют на развитие истории. Интересный факт. Разработчики заявляют, что мир игры занимает около 2016 квадратных километров, позиционируя ее как одну из крупнейших игровых карт среди MMORPG. Чтобы ускорить разработку, студия открыто использовала готовые 3D-ассеты, объясняя, что это временное решение, и позже они будут заменены собственными моделями. Хоть и получили по шапке за это от игроков, но, как по мне, это не критично. Зато честные ребята. Magisterium Fantasy Craft — это фэнтезийный симулятор жизни с элементами РПГ и выживания, в котором ты начинаешь свой путь в игре в небольшой деревне и постепенно осваиваешь множество ремесел. Особое внимание уделено не только исследованию открытого мира, но и развитию собственного хозяйства, строительству дома, торговле, выполнению заданий и прокачке различных профессий. В игре можно заниматься кузнечным, плотницким, портяжным и кожевенным делом, варить зелья, готовить еду, выращивать растения, разводить виноградники, производить алкоголь, охотиться, рыбачить и добывать полезные ископаемые. Почти все ресурсы используются для создания предметов, улучшения снаряжения или продажи торговцам, что делает систему крафта одной из главных особенностей геймплея. Исследуя мир, ты будешь заниматься поиском сокровищ, посещать пещеры, сражаться с монстрами и взаимодействовать с NPC, от которых получишь задания и новые рецепты. Чтобы не заблудиться, приходится пользоваться обычными картами и компасом, поскольку привычных современных маркеров и навигации здесь нет, что усиливает ощущение настоящего приключения. Интересный факт. Здесь есть возможность построить собственную винодельню и самостоятельно производить различные горячительные напитки, которые используются как часть игровой экономики и системы ремесел. В марте 2025 года разработчики переименовали игру из Fantasy Craft, объяснив это тем, что старое название постоянно путали с модами для Minecraft. Ну что, хоть немножко появилось желание пойти залипнуть во что-нибудь на часок-другой? Значит, я не зря старалась. А твоя активность — лучше для меня подарок. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки и пишите комментарии. А главное, берегите себя и берегите свое здоровье. С вами была Настена, всем пока-пока.